Святая гора Афон на одноименном полуострове – это по-настоящему уникальное место, равных которому нет на всей земле. Окруженное Лазурным морем и великолепными холмами, утопающее в зелени и неге Средиземноморья, это маленькое государство в государстве живет своей отдельной, несвойственной югу, аскетичной жизнью. При этом ежегодно полуостров принимает у себя десятки тысяч паломников со всего мира. Попасть сюда достаточно просто и одновременно довольно сложно. Чтобы въехать на Афон, недостаточно просто иметь паспорт и приехать в Грецию. Необходимо отдельное разрешение на въезд, так называемый диэмонитерион. При этом получить такое разрешение могут исключительно мужчины, так как женщинам въезд на полуостров строго запрещен. Так повелось испокон веков, и этот православный обычай соблюдается даже в наше революционное в гендерном отношении время. Всего на Афоне расположено 20 крупных мужских монастырей, из которых наиболее известные – это монастыри Великая Лавра, Лотопед, Хиландар и Иверский монастырь. При каждом из них есть специально отведенные помещения для паломников и туристов. Кров и еда в монастырях предоставляются абсолютно бесплатно, но взамен паломники и туристы должны неукоснительно соблюдать режим дня, схожий с тем, которого придерживаются монахи. Например, посещать богослужения утром и вечером, которые в некоторых монастырях начинаются посередине ночи и продолжаются до утра. Многие паломники почти каждый день переходят из одного монастыря в другой. Несмотря на внешнюю строгость правил и суровость обрядов, здешние монахи очень приветливы и дружелюбны. Во всех монастырях гостей обычно встречают с угощением. Сами монахи на Афоне живут довольно аскетичной жизнью и исповедуют отречение от сиюминутных желаний, что очень причудливо сочетается с богатой и изобильной природой полуострова и теплым морским климатом. На Афоне не едят мясо, не курят, не носят открытую одежду и даже не купаются в море. Основой рациона жителей является растительная пища, иногда вкушают рыбу, а также в некоторые дни на трапезе подается немного вина. Помимо молитв, монахи ежедневно посвящают большое количество времени труду и работе на благо всей общине. Жизнь здесь протекает не так, как во всем остальном мире, и идет по своим законам. Конечно, тут тоже есть все современные блага цивилизации: мобильная связь, интернет, горячая вода и электричество в большинстве монастырей. Но чего тут нет, так это мирской суеты и торопливости, зацикленности на материальном мире. Тут царит особая атмосфера уединенности, внутреннего диалога с собой и сосредоточенности. У каждого путника своя цель прибытия в это место. Одни хотят изучить историю православия, а также быт и обычаи монахов. Другие – полюбоваться архитектурой монастырей и историческими объектами. Третьи едут сюда, чтобы посетить святыни, например, помолиться и взять частичку виноградной лозы в монастыре Хиландар или приложиться к поясу Богородицы. Многие верят, что эти святыни помогают бездетным супругам обрести дитя. Конечно, есть и те, для кого приезд сюда – это очередной этап прохождения своего духовного пути соединения с Богом. Многие, побывав на Афоне однажды, возвращаются, чтобы снова обрести эту благодать, спокойствие, а также чтобы посвятить время своему внутреннему миру и погрузиться в недра своей души. Ведь в нашу стремительную, быстро меняющуюся и суетливую эпоху это поистине бесценный дар.